Итак, дорогие зрители канала, у нас с металлолома ZX-овская Dio. Так, это у нас 28-я ZX. Почему 28-я? Чем отличается от 27-й? Покажи 27-ю. Вон она, с той стороны. Это 27-я, это 28-я. Отличается только тем, что у 27-й впереди барабан, тормоза. Здесь уже идет гидравлика. Машинка. Так, пару слов, что с ней такое. Во-первых, мы уже сняли насос, мы здесь вот приварили. Отломана была. Ну, показывали мы там это. На насосе была оторвана скоба, которая держала вот здесь вот тросик. Дальше. Обнаружилось, что машинка не родная стоит. Машинка стояла от полтинника, без лягушки, без всего. Во-вторых, вот этот вот впереди шланг мешал, пластик не ставился, долго походя маленько по территории. Приладили машинку от 150-го, 150-кубовый скутер. Здесь уже, как видите, шланг сюда, вперед уходит. Он как раз упирался как бы в этот поворотник. То есть как раз, я думаю, все должно подойти. Еще, правда, не пробовали. Но других вариантов нет. Родной машинки найти мы не можем. Дальше. Опять же, не было ручки газа. Ручку газа тоже со 150-ки приладили. Что пришлось сделать? Пришлось просверлить вот здесь отверстие, чтобы вот этот вот выступ заходил. Плюс пришлось отверстие сверху сверлить, потому что крепеж на Хонде снизу, то есть, ну, стопор на вот этом пластмассе, там такой вот стопорочек, такой пенечек стоит. Здесь вот просверлили отверстие, то есть все у нас сейчас плотненько стоит. Резьба подошла, то есть тросик также крепится, вот здесь гаечка привертывается, как и на Хонде. Теперь, в общем, почему мы так заинтересовались этим мопедом, то что решим его устанавливать хотим, потому что это версия ZX. ZX это как бы считается спортивная версия. Здесь как бы спортивный вариатор должен ставиться, там еще что-то, я не помню. В общем, как бы это спортивная версия Honda Dio. Опять же, вот этот спойлерок, то есть как бы уже сделано как на спорте. Дошли мы до проблемы, что нет искры. Вот поэтому, что ее сдали в металл, не знаю почему. Много косяков, но вот дошли до искры. Как мы ищем искру? Начнем с генератора, проверим, что у нас тут с генератором. Генератор проверим, ставим на 2 килоома, включаем измерение сопротивления на 2 килоома. И сейчас будем проверять, и начнем с генератора, как бы с самого начала, с сердца, как бы откуда идет искра, как бы все это дело. Ну вот этот жгут показываю, вот мы уже отключили здесь. От мотора идет, где этот провод? Вот этот провод идет от мотора вдоль вот этой рамы. И вот сюда подходит к этому, вот к этому жгуту. Здесь нас интересует, здесь вот как бы и плюс с минусом как бы задействован, сразу на аккумулятор идут. Нас интересует вот эти два провода. Вот этот синий с белой полосой, это датчик холла. И вот красный с черной полосой, это питание. Вот мы сейчас проверим. Так, проверяем. На массу куда-нибудь. Ага. Так. Угу. Так, как видим, показания есть. То есть, хорошие показания. 554 Ома. То есть, питание у нас, катушка не сломанная. Дальше. Датчик холла пробуем. Вот этот синий с белой полосой. Так, ага, все отлично. 121. Ну, 121, 141. Где-то так, от 120 до 140 показания обычно. То есть, все вроде как в норме. Вставляем обратно фишку, будем искать дальше. Теперь переходим к коммутатору. Коммутатор, сейчас посмотрим. Здесь, кстати, кто-то что-то колхозил. Так, все здесь подключили, все здесь в порядке. Теперь нам пока это не надо. В принципе, надо. Сейчас мы проверим, до коммутатора доходит провода. Коммутатор, смотрим, тут коммутатор. Кто-то китайский уже прилаживал. Какими-то проводами все нахимичено. Это колхоз, сейчас мы все вытащим. Я думаю, вот так вот. Этот колхоз будем мы исправлять. Вообще, в планах у нас сделать вот так. Поскольку фишки у нас, не помню, как в японском все это. Есть, конечно, коммутатор от Honda где-то лежит. Переделаем на китайский коммутатор. Вот у нас фишечки.
5 проводов. Все по цвету сейчас соединим. Сейчас покажу, как это подключить. Сейчас здесь вот этот вот колхоз этот обрубим. И будем подключать китайский. Попробуем, что у нас получится. Должно все заработать вполне. Сейчас мы проверим, доходят ли у нас вообще эти провода оттуда сюда, к коммутатору. Для этого вот сейчас вот проверим вот этот вот. Это у нас питание черный с красной полосой. Так, где-то массу надо взять. Все у нас есть. Вот опять же. Показания покажешь? Показания покажешь? Все, здесь у нас есть. Теперь датчик холла. Этот синий с желтой полосой. Все есть, да? Все отлично. Итак, сейчас будем здесь отрезать. Другие будем подсоединять. Ну что ж, коммутатор мы подключили. От китайского полтинника. Ну, 150, в принципе, такие же коммутаторы стоят. Итак, вот в чем дело. С Китая маленько цвета другие чуть-чуть бывают. Разный набор цветов. Ну, по крайней мере, вот этот черно-оранжевый, так сказать. Здесь тоже как бы черный с оранжевой полосой. Это на бобину идет. Вот этот вот, который синий с желтой полосой. На Китае он бывает либо такой же цветом, либо вот белый с красной полосой, как бы этот датчик холла. Ну, зеленый масса, и здесь масса, то есть как бы это все по стандарту. Дальше, что еще? Ну вот глушилка, да, черный с белой полосой. Здесь тоже так же. Полоса просто потоньше, но тоже черный с белой полосой. Как бы вот так, все мы подключили. Сейчас будем пробовать, что у нас с искрообразованием будет. Друзья, мы попробуем подключить китайца. Искры почему-то не увидели. Я решил переделать на родной хондовский. Был у меня коммутатор. Ну, просто такой фишки не было. Ну, срезал с проводки фишку пятиконтактную. Провода, конечно, цвет другой. Ну вот, с интернета подсказочку посмотрел, куда какие подключать. Итак, если по фишке будем смотреть, вот я как бы так вот по фишке для удобства показал. Это у нас здесь будет сверху датчик холла. Вот он, синий с белой полосой. Вот он идет вот сюда. Дальше снизу масса, ну тоже зеленый, я нашел провод, вот он зеленый как раз. Дальше посередке под защелкой у нас это блокировка, то есть глушилка. Вот он черный с белой полосой. Здесь вот черный провод я присобачил, так сказать. Питание у нас вот в этом углу. Если вот от защелки смотреть в правом углу, если на себя смотреть, вот он красный с желтым полосой. У меня вот, ну, родной он должен быть вот такого цвета. Черный с красной полосой, либо красный с черной полосой. То есть вот как такие будет компоновка. Но в хондах, по-моему, все время черный с красной полосой. Ну и на катушку вот этот вот провод сверху, справа. Опять же смотрю, ориентировочно от защелки. Вот он идет на с оранжевой полосой черный провод. Итак, поменяли коммутатор. Родной 100% рабочий. Но нет искры. Генератор же нормально показывает сопротивление. Ради проверки еще одна Honda была. Отключили генератор, померили. Показания прибора на 1 Ом отличается. То есть это в рамках погрешности, так сказать. То есть все должно быть работать. Дальше начнем смотреть. И что же мы выяснили? Ну, я пошел к замку. Почему замка у нас вообще не было? Фишка снята была. На Китае это работает. Если фишку снимаешь, то есть, соответственно, блокировка, вот этот провод на массу уже не закоротенный, то есть не замкнутый на массу, так сказать. Все, можно заводить, искра будет. Просто не будет работать вся электрика. Соответственно, если замыкаешь еще вот красный с черным проводом, уже и электрика будет работать. Только вот такие дела. Здесь же, на Хонде, мы разобрались, в чем дело. Купили новый замок. Вот новый замок. Потому что, как еще раз повторюсь, скутер у нас с металлолом был взят. Ключей, конечно, у нас не было от него.
Замок новый приобрели, вставили замок, фишку. Так, давай продемонстрирую, в принципе, сейчас вот пока отключим. Под рынку я сейчас покажу, что скрыто нету. Да. Сейчас замыкаю фишку. Фишку воткнули. Теперь искры появились. Скутер заводится, все нормально. Уже проверено, все хорошо. В итоге, что мы выяснили? То, что на этом замке массовый провод. На замке он замкнутый. Вот здесь вот. То есть эти два провода между собой замкнуты. А из проводки одна масса подходит, и она потом уходит туда как раз. Ну, то есть, я не знаю, японцы, может, думают, защита от угона или как-то сделали. То есть, по факту, чтобы, если у вас нет замка зажигания, что-нибудь такая проблема, и сломанный замок зажигания, чтобы была искра, вот эти два провода перемыкаем. Продемонстрируем. Берем провод. Замыкаем вот эти два провода. В общем, мы подаем массу на коммутатор, чтобы у нас появилась искра. Давай, смотри, сюда свети. Два зеленых провода на замке зажигания. Замыкаем. Искра есть. Сейчас откручу. Искры не будет. Вот такие дела, ребята. Так, опять же, сейчас опять ставим на место замок. Продемонстрируем, что любой коммутатор можно подключить, в принципе, если правильно соблюсти полярность всех вот этих вот проводов, подключить их к любому коммутатору. Сейчас есть у нас вот такое приблуда. В каком-то мы демонстрировали, в каком-то видео давно, может, несколько лет назад. Когда я в свое время начинал этим заниматься, ездил на кому-то домой, там ремонтировал, еще что-то, работы было не больно много. Сейчас же я уже не ездил, была у меня такая вот приспособа. В чем суть этой приспособы? А суть в том, что на нем можно проверить любой коммутатор, в принципе. Ну, по крайней мере, Китай. Во-первых, вот разъем. Вот сейчас мы вытащим этот разъем. Вот у нас, допустим, альфу, Хонду можно проверить. Опа, включаем. Коммутатор у нас стоит от стелса. Вот сейчас в данный момент включен. Вот соединение на стелс. То есть вообще это вот эта приблуда взята со стелса. Я увидел, на каком-то стелсе мы разбирали запчасти. Там было вот так соединено. А вот эти фишки, как бы, они идут на коммутатор от четырехтактного китайца. Я еще присобачил вот такую вот фишечку от альфы, как бы, можно проверить все. То есть, имея один коммутатор, вот эту приспособу, даже не зная, куда ты едешь, то есть можно проверить любой скутер. Сейчас давай продемонстрируем. Есть. Теперь, смотрите, дальше показываю, как это делается. Это мы проверили, все, убираем вот эту конструкцию. Снимаем вот эти фишки. Эти фишки снимаем, подключаем коммутатор. Так, нет, так. А, вот, да. Все. Давно не пользовался, уже забыл, как это делается. Сейчас мы уже никуда не ездим. Подключаем. Тут все так же подключено, как надо. То есть здесь, конечно, вот эти фишки от другого, от коммутатора не AC, а DC, то есть который питание приходит с аккумулятора, поэтому цвета немножко другие. Здесь уже по-другому немножко, но мы это видео снимали. Кому надо, интересно, посмотрит. Так. Искра есть. Ну и напоследок от стелса. Напоследок коммутатор от стелса. Сейчас подключим. Опять же с помощью моей этой приспособы, которую я придумал. Отключаем коммутатор
китайского четырехтактника. Так, и подключаем стелс. Ну, тут вот видите, как это все сделано. То есть с этой фишки переходит на вот эти провода, а вот эти провода уже соединяются с коммутатором. В общем, все есть, все работает, проверено, заводится, все тип-топ. На этом все с этим видео. Будем рады, если кому-то помогли. То есть мы вот первый раз с этим столкнулись, слава богу, додумались, что вот если выключаешь, просто на китайце, если отключаешь фишку с замка, искра есть. То есть просто блокировка на массу не идет.